Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике интересный ресторан, я бы не назвал его закопанным. Дело в том, что, понимаете, есть достаточно центральная дорога Фантиета. И ты такой летишь, значит, смотришь, вот здесь крутое место, вот здесь крутое место, сушильня. А буквально завернув в маленькую улочку, направо проехав 100 метров, ты обнаруживаешь тихое, замечательное место с приличной едой. По крайней мере, по фоткам. Здесь у них и говядина, и даже вагю имеется, и, короче говоря, много всяких изысков. Давайте вот это местечко сегодня и проверим. Ну вот мы, как говорится, и заселились. Нам любезно подогнали 2 столика. У нас прекрасно все на них разместится. Тем более, что мы уже сделали заказ и нам моментально принесли. А дело в том, что готовишь ты себе сам. Поэтому тебе очень быстро приносят кое-что даже замороженное. Оно пускай стоит, размораживается, благо это здесь произойдет быстро. По поводу же цен в менюхах. На самом деле, хорошие отрезы, они и денег стоят. Например, то, с чего мы начнем, стоит 159 тысяч. Это у нас говядина, какой-то ее отрез мы попросили под винным соусом. Затем у нас еще более элитные отрезы будут и так далее. Короче говоря, здесь есть блюда и подешевле, в районе 100, а есть и в районе 300. Короче говоря, не самое дешевое местечко. А чё, давайте с места в карьер, жарить сразу. Тем более уже разогрелось. И вот знаете, господа, то, что первое бросается в глаза, то, что мясо подали нам, откровенно замороженное. То есть, соответственно, если я прямо сейчас это кину на жар, сверху я спалю все внутри, оно будет еще холодное и так далее. То есть в данном случае мне не очень понятно, как я должен это прямо сейчас начинать жарить. То есть хотелось бы прямо сейчас к трапезе приступить, но боюсь, что это не получится. Другими словами, может, какой-то аппетайзер найдется, потому что я смотрю на все остальное мясо, оно ровно такое же. Отрезы разные, а все замороженное. Так вот у них. Вот этот тоненький кусочек, не знаю какого отреза говядины, маломальски так подразморозился. Кисточки, к сожалению, нет. Зато хотя бы есть щипцы. Соус у них тут на поверхности имеется. Давайте. Для начала на малый жар, чтобы просто действительно подразморозилось. И врубаем максимальный жар. И семечки только прыгают. Все, готовенько. Стейк минутка. И второй. Это одно блюдо. Все у нас готово. И моментально, естественно, смена идет, да. Давай я на минимум. Я вообще выключу пока. Да. Ага. О, порядок. Приступаем к дегустации. Для нарезки, как всегда, ножницы. Очень много комментариев люди пишут по поводу того, что Костян, носи с собой ножик, как же ты вот так вот, значит, приезжаешь и без ножа и пользуешься ножницами. Ребят, полиция, если тебя тормознет с ножом на кармане, будет не очень. Вот прям совсем не очень. Можно, наверное, возить с собой в рюкзаке, в каком-то, значит, специальном чехольчике ножик, да и все равно это, знаете ли, будет как-то не совсем хорошо. Таким образом, пользуемся тем, что подают. Нарезаем и пробуем. Ни о каких прожарках тут, конечно же, речи не идет. Тут главное просто в подошву это все не превратить, а в остальном пожарил, как говорится, себе мяска. Может, тут что-то такое получится. Сейчас узнаем. Иди сюда. Может быть, да, где-то внутри с претензией. Да, здесь хотя бы кусочек был потолще, хотя бы здесь можно было что-то такое соорудить а-ля прожарка. Вы же понимаете, это не стейковые куски и, соответственно, не стейковая и прожарка. Смотрите.
Даже прям совсем сырое. Ну, видимо, не разморозилось. Надо и еще дожарить. Правильно падает. Ну, давайте попробуем. Для начала просто так. Вкус говядины есть. Обычная, достаточно жесткая. Не местный буффало. Это однозначно. Да, 159. За 2 таких кусочка. Но вообще говяжий вкус, ну, прям хороший. Мощный. Это, знаете, как когда ты хочешь насладиться говядиной, берешь отрез, говяжьим вкусом я имею в виду, берешь отрез типа фланг стейка, там насыщенный, мощный вкус говяжий. А хочешь насладиться чем-то, значит, более благородным, нежным, ну там уже как раз для тебя всякие рибаи, нью-йорки и уж тем более филе миньоны. В данном случае, ну что, это неплохо. Это неплохо, потому что имеет действительно насыщенный вкус говядины, плюс у нас тут много соусов. Давайте их сразу все и пробовать. Но я так подозреваю, что вот это тот самый фомай, то бишь с сыром. Заценим. Прежде всего это майонез. Может быть, что-то сырное есть, но я почти только майонез чувствую. А вы знаете, этот соус мне нравится. Потому что он намного лучше того, что у них подается в качестве сырного. Сырный обычный, это вот этот вот сырок дружба, разведенный с майонезом в какой-то такой пропорции, что ты кроме вот этого сырка дружба, который еще такой странным молочным вкусом обладает, он мне, признаться, не нравится здесь. И никогда не нравился. Поэтому, видите, если что-то устрицы, фомай, честно говоря, ну, на мой взгляд, нет. Попробовать один раз стоит, составить свое мнение, и на этом как бы все. А вот здесь вот в основном просто мазик. Поэтому это очень даже неплохо. Мне понравилось, Ром. Да, прикольно, как будто взяли майонез и в него добавили немного нормального сырного соуса. Вот чуть-чуть, да. И это очень даже неплохо. Здесь есть еще какой-то типа йогурт, я не знаю. Давай следующий с ним сразу. И вот что нам посоветовал местный персонал. Вот так вот, ребята, оставляете, значит, вот эти два соуса. Включаете, но только на минималочку. Там. Сейчас. О, включил. Все, на минималочку вот так вот оставили, пускай подогреются. Ну а мы тем временем попробуем тогда другие соусы. А эти, как нам и советовали, пускай подогреваются. В этом плане мне местный персонал уже начинает нравиться. Они не бросили клиента, они за ним, значит, присматривают, чтобы где-то что-то поправить. Нужно, значит, сюда оставить, ну и хорошо, пускай греется. Ну, потому что для меня это как-то, ну, немножко странно. А вдруг лопнет там эта чашечка, она же керамическая, ну и так далее. Надо, значит, надо. Кунжутно, не пойми какой соус. Барбекюшный. С жилой мясо. Уже в зубах застряло. Хороший, барбекюшный, острый соус. И без кунжутного масла, но вот с этим вот, хотя может быть чуть-чуть есть, с кунжутом посыпанным. Ром, тебе как? Ну, оно остренькое. Я прям удивился, вот отличный соус, это вот барбекюшный, в него добавили табаско. Чувствуешь, вкус табаско есть? Кислоту чувствую. Ну, я такого здесь не пробовал, прикольно. Так, ну у нас некоторое время займет очистка, так сказать, ротовой полости от этого жилистого мяса. Здесь, ну да, много жира. Технический перерыв. У нас впереди еще куча говядины, поэтому можно слегка перемежать и свининкой. Отрезы вроде неплохие. Соуса что-то вот собственного маловато. Ну как, пожиделись. Давайте-ка какой-нибудь соус сразу и используем. Вот так. Давай парочку сразу кинем.
Ну а так как это свинина, естественно, здесь мы будем дожаривать ее полностью. Никаких медиумов. Ну, вроде как свинина у нас готова, я надеюсь. Да. Ну, потому что здесь вот шкурятка еще у нее сбоку. Ну и, как говорится, ладно. Соусы тоже разогрелись. Сейчас сравним, соответственно, разогретые с неразогретыми. Ну и попробуем. Еще и у нас дополнительные соусы тоже есть. Ну да, готовая. Я вот единственное, что шкурку бы подзажарил покруче. Ну уж с такими маленькими кусочками я тут даже и не знаю, как это сделать. Надо сначала, наверное, нарезать, а потом уже жарить. С разогретым сырным. Чуть-чуть более уксусный стал. Ну, оно и логично. Ну, наверное, официант был прав. Я бы так сказал, процентов на 5-7 вкус, может быть, улучшился. Арома все-таки говядина, да? Ну да. А, ну ты хочешь сравнить чисто, да? Улучшился ли вкус? Ну, вот я попробую еще вот именно со шкурой. И теперь вот чистый вот этот вот мазик. Мы его еще до сих пор, по-моему, и не пробовали, но он тоже разогрелся. Это чисто вот этот вот сладкий мазик, который здесь везде продается, он мне не нравится. Он хоть разогретый, хоть холодный. Фигня. Свинья обычная. Ребят, это просто нормальная пожаренная свинья. Вкусненькая, да. То, что мы налили сверху на нее вот этого соуса, я бы не сказал, что ее как-то сильно улучшило. Ну, давай маленький кусочек напрямки с этим соусом. Он-то подается, чтобы с ним есть. Так-то намного вкуснее. Первое ощущение — это елочка. Это хойсин. Хойсин с чем-то. Да, да. Это очень хорошо к мясу. Прям, я бы сказал, очень здорово к мясу. Прям подходит замечательно. Ром, тоже с этим пробуй. Давай. У нас еще столько мяса впереди. Господи, ребят, вы бы знали. Тут все стоит, размораживается. И слава богу. Ромка еще говорит: дожарь мой кусочек. И, соответственно, я говорю: не-не-не, все в порядке, все хорошо. Сейчас узнаем мнение Ромы по поводу соуса, во-вторых, по поводу свинины. Соусы отличные. Все прям, вот, ну, все, что попробовали. Ну да, Только, пока что. Что касается майонеза разогретого, мне не особо зашло, какой-то он... Вот этот или вот этот? Да оба. А, оба, Да. ага. Ну, теплый майонез как-то, я не любитель такого. Ну окей. Ну, здесь говядина отличная, вот, поэтому я не вижу смысла здесь вообще свинину заказывать. Да, наверное, здесь я соглашусь. Отрез свиньи неплохой. Резать ее ровно так же тонко, как и говядину, ну, не знаю. Я люблю, если уж свиной стейк, так потолще, как говорится. Впрочем, говяжий тоже. Но ладно, говядину можно и тоненькую, и так далее. По поводу жилистости, говядина крайне жилистая. По крайней мере, первый вот этот вот самый кусочек, который мы съели. Свинья же в свое время, она не такая жилистая. Следовательно, мне она нравится больше по жилистости, но меньше по вкусу. Что ж, у нас следующий большой, 2 больших куска говядины. Другой отрез. Am I? Change this. Ага. Очень просто попросил, значит, сменить себе поверхность, все, и нормально. Сейчас вот готово дело. Угу. Спасибо большое означает. Народ потихоньку подтягивается, а у нас следующая говядина.
И я не знаю, что это за отрез. Стоит он 169 тысяч. И у них было на выбор перечный соус. Опять же, фомай, то бишь сырный. И, соответственно, винный. Мы выбрали винный. Но если это отрез хороший, и здесь какой-то довесочек небольшой, я думаю, что мы вот этот пожарим. И хорошо. С этой стороны говядина, вот видите, какого цвета, да? Она была замороженная. Смотрите, опа! Переворот, а здесь прям темная, супер темная. Ну и хорошо. Маслица на нее. И жарим. Вот хочу немножко докопаться. Вот видите, вот это вот Silver Skin. Вот это самая застревающая в зубах штука. Ну вот что, вот чуть-чуть. Стремингуй ты ее, отрежь вот отсюда. Ну что, убудет от тебя, зато у меня зубы целее будут. Понимаете? Вот чуть-чуть заботы бы побольше о клиенте. А вот очень долго держать и не будем. Время перевернуть. Так, отцепляйся. Можно было чуть-чуть еще подольше подержать. Ну ладно. И говядинка готова. И у нас есть второй кусочек говядинки. Я хочу на вот этом спреде его пожарить, потому что изначально обычного растительного у нас и не было. Они предполагают, должно быть так. И на спреде кусочек тоже готов. И к нам моментально подбегают. Ого, жира у нас там натопилось. И меняют поверхность. Отлично. Well done, Костян. Впрочем, что бы с этой говядиной еще-то делать? И которая со спредом. Ну, для начала заценим отрез. Вообще имеет разницу между предыдущим, ну, перец свинины, который был. Это вообще не проживать. Ну ладно, я еще well done его сделал, тот был помягче. Это покрышка. Вот мы в ресторан Мишлен ездили. А у тебя проживалось? Ну да, у меня хороший кусок попался. А, вот этот, да. Вот этот прям резиновый. Реально покрышка, ребят. 169 тысяч. Тангойбо Ми. Или не знаю, как там точно читается. Бифстейк. В скобках. Вместо всех этих слов. Tire по-английски. Покрышка. Замечательно. Не, это просто невозможно жевать, ребят. Ну, это совершенно никуда не годится. Такой отрез, он в суп, который варить там 2 часа, он бы еще подошел. Окей. По поводу вкуса, ну, говяжий вкус присутствует. И это, извините, пожалуйста, не потому, что я его в well done там превратил, еще во что-то. Нет, ни в коем случае. Это само по себе мясо такое. Ладно. Попытаюсь прожевать и, тем не менее, сравнить вкус со спредом. Здесь кусочек помягче попался. Все равно резина, но, знаете, такая от мопеда, а не от БелАЗа, как в предыдущем варианте. Особой разницы не почувствовал. Ну, спред солененький,
Но, кстати, надо сказать, что не настолько ужасно, как это бывает обычно, когда ты на спреде жаришь, и вот этот молочно-сырно какой-то приторный, прогорклый вкус, да, Ром? Здесь его хотя бы я так не почувствовал, да? То есть, Мне сразу, когда вот только принесли, я попробовал на вкус сам спред, мне он показался вообще другой. Он солененький, и нет вот этого вкуса противного, как обычный. Знаете, вот кто в 90-х уже был, в общем-то, в достаточно зрелом, скажем так, или осознанном возрасте, те могут вспомнить такую штуку, как маргарин Рама. Ну вот это что-то типа того, как раз солененький. Ну, соответственно, да. Первый отрез говядины был мягкий, вкусный, с насыщенным вкусом говядины. Свинина, окей, все неплохо. Третий отрез, ну, откровенно, мне не очень понравился. Не знаю, здесь сложно определить, что это за часть. Плюс, очевидно, это не самое, значит, лучшего качества говядина. Но, тем не менее. Роман, быстренько твои вердикты перед финальным, самым крутым блюдом по этим трем. Ну, единственное, это только у нее вкус более-менее нормальный, но она выглядела более многообещающей, когда сырой на тарелке лежал. Я прямо думал, будет что-то такое грандиозное. Да, это верно. Ну а мы переходим к самому дорогому сегодняшнему блюду. Вагю, господа. Ну, вот так вот у них, господа, выглядит вагю. Стрясем перчик. Это, конечно, здорово и хорошо. Не, ну мраморность, конечно, присутствует. Но что это за часть? Господа, просветите меня, пожалуйста, в комментариях. Я не берусь сказать. Я небольшой знаток, скажем так, мяса, чтобы понять, что это за часть. Была бы здесь в середине косточка, тогда понятно. А так, честно говоря, даже и не знаю. Ну и ладно, разогреваем, только хорошенько разогреваем. Потому что здесь я хотя бы попытаюсь попасть в прожарку. Хотя, конечно, с такой толщиной в 1,5 сантиметра это будет непросто. Может, соусом каким, Рома, а? Не. Так попробуем? Ну, давай так. И переворот. О, вроде ничего. Ну, попробуем снять. Давай, давай. Жара не хватает, прижаривается маленько, а время уже снимать. Давай, давай. О, порядок. О. Дольше передержишь, все, прожарки вообще никакой не будет. Смотри-ка, а? Даже что-то вроде как есть. Слушай, ну это какой-то с претензией на медиум даже. Если вообще в этом куске можно было изобразить какую-то прожарку. Заценим, что ли, господа. 259 тысяч, если мне не изменяет память, стоит этот стейк. Я вот разделю все-таки этот здоровый кусок на две части. Хочу один попробовать так, а второй, соответственно... Так, подождите, мне принесли еще ножницы для левой руки. О! Он увидел, как я мучаюсь справа ручными ножницами, принес мне специальные. Для начала просто так. Это очень мягко. Он сам по себе соленый. Я бы даже сказал, где-то излишне. Вы знаете, у меня двоякое мнение. Во-первых, это вкусно. Да, вопросов нет. Вагю ли это? Ну, наверное, какой-то из отрезов, какой-то из видов.
Потому что мы с Друж в свое время покупали самые элитные отрезы вагю там за такие немыслимые деньги. И я их пробовал, и я знаю, что такое из себя представляет хорошо пожаренный. Дружа умеет жарить стейки. Хорошо пожаренный стейк вагю – это совершенно другой вкус. К тому настоящему никакого отношения не имеет. Этот просолен. И вы знаете, не исключено, что он размягчен. Я тут недавно узнал про то, что существует такая специальная размягчающая соль. Такое впечатление, что вот здесь вот, я, правда, не пробовал ее, пока что не знаю, но впечатление, что как-то специально размягчили. То есть этот отрез не выглядел настолько мягким, насколько он есть. Я не знаю, могу ошибаться. Зачем его так посолили, не знаю. Вкуса говядины за этой солью, за какими-то маскирующими такое впечатление приправами, я, честно говоря, не почувствовал. Потому что, когда я пробовал настоящий, качественный, супер дорогой вагю, я мог сказать одно: это вкус яишенки. Прям вот такого желточного, знаете, насыщенного вкуса. Да, там и говяжий вкус присутствует. Это мягко, и это соленефтемно. Не знаю, как еще описать. Говяжьего вкуса насыщенного я, честно говоря, особо-то и не ощутил. Мнение Ромы по поводу чистого, а потом мы с соусом, естественно, попробуем. Это отличная говядина и по вкусу, и по мягкости, и по соли мне тоже зашло. Но это не вагю, это совсем другой вкус. То есть вот. это просто обычная хорошая говядина. Обычная хорошая говядина, которая приправлена, которая мягкая, которая почему-то называется вагю. Да? Да. Да. Соус? Ну, конечно. Хочешь аккуратно окунуть, а у тебя сразу все падает и вот так окунается. А соус-то неплох. У меня вечно палочки сегодня скатываются. Ну, стол под наклоном, здесь щебенка под столом. Соус неплох. Только я в нем вина особо не чувствую. Чеснок есть. Какие-то приправы есть. Вагю не вагю. Винный соус, не винный соус. Господа. Но вкусно. Нужно сказать, что это вкусно. Просто непонятно, почему это так названо. Ладно. Свое мнение и вердикт я уже скажу в конце. Ром, быстренько по поводу соуса. Отлично подходит к говядине. Да, подходит. Ну, да, какой-то невинный, как будто просто демигляс какой-то. Ну, вот что-то типа того. Смесь гляса с чем-то и так далее. Вина я выпаренного здесь вообще вот этой терпкости, еще чего-то не почувствовал совершенно. Но соус вкусный. Что же по итогу я имею сказать по этому ресторану? Вкусно. Очень даже вкусно и неплохо. Но вы знаете, это не тот момент о том, чтобы, можно сказать, заехать покушать элитной говядины. Хотя у них ресторан как раз этому и посвящен. То, что у них выдается за вагю, я вагю назвать не могу. То есть это, в общем-то, хорошая, вкусная говядина. Но приготовлена, не приготовлена, а не знаю откуда привезенная, потому что здесь существуют хорошие магазины, которые привозят говядину из Австралии, из Новой Зеландии. В свое время, вы сами знаете, у нас тоже можно было это купить, и это хорошие отрезы, качественные, и рибайчик-то там есть. И, значит, вагю тоже имеется. Короче говоря, у них действительно хорошая культура выращивания говядины. Почему у них здесь так? Не знаю. Заехать просто покушать с соответствующими ценами неплохой, я скажу, говядины сюда можно. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. О, к нам собака, смотри. Огромный страшный зверь. Нам понадобится тонна зубочисток. Это очень жилистое мясо. Оно есть. Вон, вот. Замороженные. Какие его жарить-то буду? Ну ладно, давай, похер.